Курево вредит вашему здоровью, а курева нет. Ну, только если вы не будете все свободное время валяться на диване, потому что Робороck Кюрево пылесосит, моет, выгружает мусор, полощет и сушит салфетки. В общем, делает все и сразу. Единственный вопрос: насколько хорошо он все это делает? Лучше, чем Dreamy L10s Ultra или хуже? Об этом часто спрашивают подписчики в телеграм-канале Westrobots. Поэтому в этот раз мы сделаем не только обзор, а заодно и сравнение, что вдвойне интересно. Начинаем сразу же после заставки, постарайтесь успеть прожать лайк и подписку. Для начала посмотрим, что положили в коробку. Станция самоочистки типа полугараж с длинным пандусом. Кстати, вот и он. Полугараж, потому что красавец-робот помещается в док не полностью, а только наполовину. Шнур питания без фирменного ремешка. Вместо него обычная скрутка. Запасной мешок, еще один заряжен в станцию. Два мопа, которые нужно закрепить под днищем пылесоса. Краткий и полный мануал на русском языке. Комплектация стандартная, не хватает только щетки для обслуживания станции. Возможно, она закреплена где-то в станции, попробую ее найти. А пока что смотрим характеристики. За исключением встроенного бачка, характеристики такие же, как у Робороck Q8 Max. Кюрево доливает воду на станции, поэтому ему хватает маленького резервуара на 80 мл. Фронтальный датчик такой же, Reactive Tech. Этому прямоугольному окошку, конечно, далеко до активной камеры с линейными лазерами, как у Dreamy L10s Ultra. Рядом на бампере боковой датчик, он отмеряет расстояние до стены. На корме зарядная клемма. Датчик поиска базы, парковочный ролик и порт для заправки бачка. Справа имеется шторка для выгрузки мусора, слева выпускные отверстия. Под крышкой контейнер сиамишного типа. Сзади моющийся HEPA-фильтр. У Dreamy L10s Ultra здесь была еще капроновая сетка. По бокам клапаны для самоочистки. Крышка хоть и матовая, но все равно залапывается и собирает пыль. Белый корпус куда практичнее, как по мне. Количество кнопок управления сократили до 2. Домой и старт-пауза, а локальную уборку можно выбрать в приложении. Самое интересное – конструкция днища. Робороck Кюрево – первый пылесос производителя, оснащенный мопами. Но при всей революционности мопы такие же, как у аналогов. На липучках, с магнитным креплением и лифтом на ковре. Только ворс более темный. Мопы занимают много места, из-за чего второй валик не поместился. В итоге поставили рабочий блок, как у 7 серии, с одним валиком и рамкой на 2 подвесах. Если заменить стандартную торцевушку на 5-лучевую, будет полный арсенал королевского Робороck Q7 Max. Обратите внимание, что рядом с поворотным роликом прячется датчик обнаружения ковров. Отображаются ли они на карте, узнаем через 2 минуты, а пока посмотрим, как работает станция. Робот заезжает задом по колеям на пандусе. Мусор из пылесборника улетает в правый порт с резиновой манжетой. Левый порт предназначен для подсоса воздуха. Станция подает воду в канавки на крестовине. Салфетки вращаются, избавляются от грязи, а затем станция собирает грязную жидкость через отверстие внизу. У Dreamy L10s Ultra можно было снять только крестовины, а здесь поддон извлекается полностью, что гораздо удобнее. Обратите внимание на длинные штырьки, которые прочесывают ворсинки на салфетках. Это что-то новенькое, у других производителей я такого не видел. Из-за панели дока поступает теплый воздух и сушит салфетки в конце рабочего цикла. За глянцевой крышкой, как будто специально созданной, чтобы снимать отпечатки пальцев, находится отсек для мешка. Мешок качественный, с пластиковым хлястиком, а не с картонным, как у Dreamy. Объем стандартный – 2,7 литра. А вот резервуары для воды просто огромные, по 5 литров каждый, вдвое больше, чем у Dreamy L10s Ultra. Друг от друга резервуары почти не отличаются, оба с откидной крышкой и поплавком для контроля заполнения. Важный нюанс. У Dreamy в станцию вставляется картридж с моющим средством, который автоматически дозируется во время стирки салфеток. У Робороck такого картриджа нет. Если очень хочется, можно добавить какое-нибудь не пенящееся средство прямо в бачок. Но повлияет ли это на гарантию, вопрос открытый. Это для пробы. Еще одно отличие состоит в том, что резервуары Кюрево вставляются прямо в станцию, без защитного колпака или крышки. Из-за этого в углублениях с ручками, в промежутке между резервуарами и на кромках корпуса будет скапливаться пыль. Вытирать рельефную поверхность не так удобно, как гладкую. Зато выглядит стильно. Сзади на станции сделали кабель-канал, куда можно смотать излишки шнура питания. Под заглушкой есть сервисные разъемы, а вот разъемов для подключения к инженерным сетям не предусмотрено. У Dreamy хотя бы можно прорезать задние стенки и докупить спецкомплект для подключения, а у Робороck такой возможности нет, потому что подходящего комплекта не существует как такового. В целом, все сделано качественно, но производителю еще есть над чем поработать.
Для управления пылесосом нужно скачать фирменное приложение Roborock, зарегистрировать аккаунт и следовать подсказкам на экране. Приложение работает через российский регион, подключается за 1,5 минуты. После первой уборки открываются все функции управления, вот они на экране. Как видите, настроек очень много, поэтому расскажу только о некоторых из них. Для влажной уборки предусмотрена плавная регулировка смачивания и 4 алгоритма движения. Быстрая уборка без учета планировки, обычные зигзаги, тщательная уборка плотными зигзагами и тщательная плюс. Плотные зигзаги со сниженной скоростью движения. Ковры отображаются на карте в форме корявых лужиц, но их очертания можно уточнить в специальном редакторе. Причем для них можно выбирать режимы поведения. Робот может поднимать салфетки на 7 мм и продолжать уборку. Может объезжать ковры, либо вибрировать на ковре. Признайтесь, ведь именно об этом вы мечтали, чтобы пылесос помыл под диваном, а потом заехал на ковер и покрутил на нем своими салфетками. Как вариант, можно настроить робота так, чтобы он сначала убрал ковры, а затем смочил салфетки и поехал на гладкий пол. Либо сначала помыл пол, а затем почистил ковры. Приложение полностью русифицировано, включая голосовые уведомления и взаимодействие с Алисой. По приложению все, приступаем к тестированию. Проверим, как фронтальный датчик определяет предметы. Носки, белый горшок и большой сюрприз QRevo определил безупречно. Обошел с минимальным касанием. Кроссовку и черный горшок при первом знакомстве сдвигал и крутил на месте, но со второй попытки обошел четко. На сетевой фильтр реагирует с опозданием. Сначала наезжает на провод, понимает, что сделал ошибку и лишь затем начинает объезжать. Но в целом справляется с этой задачей. Чего не скажешь о зарядке от телефона. Ее пылесос не видит и наматывает на щетку. Весы и маленькие сюрпризы тоже не замечает категорически. Так что вместе с валерьянкой для кота в аптечке должен быть и нитроглицерин для хозяина. Как видите, определение предметов у QRevo нуждается в доработке, особенно по сравнению с Dreamy L10S Ultra, который обошел все ловушки, еще и распознал, отметил на карте и сфоткал большинство из них. Следует заметить, что качество определения предметов у QRevo не зависит от освещенности. В полной темноте пылесос показал те же самые результаты. Навигация в комнате близка к идеальной. Пылесос обходит шторы и не совершает лишние движения у плинтусов. Боковой датчик работает безошибочно. Ножки стола пылесос обметает, ножки сушилки не видит. Благо, проходимость хорошая. С установленными мопами взял 2-сантиметровую планку, хотя и не сразу. Конечно, аккуратная навигация Dreamy предпочтительнее, но сушилка для Roborock не стала проблемой. Проехал нормально. Черных ковров не боится и при этом с обрывов не падает. Рискуя дорогостоящим роботом, я провел отдельный тест на столе. Для подписчиков хоть звездочку с неба. Вы же подписаны? Если нет, срочно прожимайте кнопки под роликом и большой палец тоже. Квартиру убирают в установленной последовательности, придерживаясь ограничений комната за комнатой. Производительность порадовала. На максималках отработал больше 2 часов и убрал почти 140 квадратов. Это на 30% больше, чем у Dreamy L10S Ultra с такой же емкостью батареи. Вот что удалось собрать пылесосу, катаясь по квартире. Шерсть, волосы, крошки, семечки, чего тут только нет. Но что меня по-настоящему удивило, это уровень шума. На минимальной мощности всего 50 дБ. На максимальной, внимание, всего 58. Пока что это самый тихий пылесос из всех, что бывали в лаборатории. Любители сериалов будут в восторге. В этот момент мы все подумали: ага, пылесос такой тихий, значит у него слабый мотор. Но щелевой тест опровергает эту гипотезу. Несмотря на трудности с навигацией в загончике, QRevo всплошную зачистил 2 мм, частично 4 и 6 мм, пунктиром 8 и кое-где даже 10 мм. Тянет как пылесосы 7 серии. Гораздо лучше, чем Dreamy L10S Ultra, который осилил только 4 мм. Так что секрет небольшого шума в данном случае в правильной шумоизоляции мотора. В этом плане Roborock QRevo пока что самый эффективный пылесос на рынке. Очевидно, что с такой конструкцией и мощностью робот спокойно справится с сухой уборкой. Спойлер – да. Roborock QRevo собирает мусор на ламинате с первого прохода, почищает отдельные соринки со второго и в итоге показывает 98%. Соринки остались только в углах, которые круглый пылесос пока вычищать не может. Ключевое слово здесь «пока». В телеграм-канале я уже выкладывал промо-ролик нового Roborock S8 Max V Ultra и в отдельном посте описывал его особенности, одна из которых – выдвижная торцевушка. Она выметает в углу и возвращается в начальную позицию, чтобы не мешать маневрированию. Но это в будущем, а пока вернемся к испытуемому.
Рамка на двух подвесах плотно прилегает к полу, благодаря чему пылесос с легкостью собирает песок. Торцевая щетка с мягкими концами тоже хорошо приспособлена для таких задач. В итоге грязными остались только углы, снова 98%. На ковролине QRevo с первого прохода оставляет больше мусора, чем на ламинате. Но со второго прохода робот посещает хвосты и выходит на плановые 98%. Кое-где можно заметить отдельные соринки, но на итоговый результат они не повлияли. Средний ворс резиновый валик заглаживает и не может как следует прочесать. При этом поверхность ковра после уборки выглядит чистой. Собрано 75%. В целом, Roborock QRevo показал топовые результаты сухой уборки. Песок на ламинате собирают лучше, в остальном примерно то же самое, что Dreamy L10S Ultra. После проведенных тестов валик выглядит как новенький. Волосы намотались только у торцов. Процесс обслуживания занимает примерно 4 секунды. Переходим к влажной уборке. Когда робот вытирает полы, он двигается по простой траектории без обхода кромок, в отличие от Dreamy L10S Ultra. Скорость и качество отмывания основного пространства зависят от выбранного режима. В обычном режиме QRevo обрабатывает 1,5 квадрата в минуту. Во время тщательной уборки только 0,6 квадрата. На этих скринах хорошо видно, чем различаются режимы влажной уборки. Для тестов в загончике я использовал режим «Тщательная плюс». Кофейные пятна QRevo оттирает с первого прохода, а со второго доводит результат до совершенства. По крайней мере, если говорить о середине стенда. 6 см по краям остаются непромытыми, но без обхода кромок или выдвижного мопика, как у Dreamy L20, с этим ничего не поделаешь. На пятна сока потребовалось уже 2 прохода. Все-таки загрязнение более серьезное. Сочные пятна у стен выглядят более выразительно, чем кофейные. Тем не менее, результат достойный. Салфетки не очень плотно прижимаются к полу, но грязь оттирают. С первой попытки робот собирает комки земли и оставляет за собой красивые узоры. С учетом состояния салфеток большего ждать не стоит. Их явно нужно привести в порядок. После промежуточного полоскания QRevo размазал разводы и закрасил стенд бежевым. Пришлось полоскать и запускать еще раз и еще раз. С поставленной задачей пылесос справился с 8 проходов и только посередине. Чтобы было понятно, насколько прошлый тест был экстремальным, я заснял состояние поддона. Комментарий излишни. Хорошо, что его можно извлечь и промыть под краном. Но впереди самое сложное – присохший кетчуп. С первой попытки QRevo лишь слегка размазывает загрязнение, со второй начинает оттирать, с третьей оставляет красные разводы, с четвертой… Короче, как пылесос не старался, а до конца убрать кетчуп не смог. Все-таки по отмыванию пятен Roborock уступает аналогам. Тот же Borg 830, который недавно был в лаборатории, в тесте с кетчупом был куда убедительнее. Хотя к профилактической уборке QRevo претензий нет. Теперь проверим, как станция промывает салфетки. После кофе они кажутся почти чистыми. В этом преимущество более темного ворса. Чтобы мы не пугались того, что будет дальше, станция сообщает: начинаю промывать салфетку. После этого за окном загудел трансформатор. Потом кто-то нажал на смывной бачок, и поезд куда-то поехал. Да что ты, черт побери, такое несешь? О чем это я? Вот сами послушайте. Так продолжалось 3,5 минуты. Не очень быстро, зато очень качественно. Салфетки выглядят как из коробки. Я попробовал постирать их в раковине, но улучшить результат не получилось. Они и так чистые. После сока махры салфеток окрасились рыжим. В глубине ворс чистый, но концы грязные. Паркуем робота, ждем 210 секунд и вуаля, салфетки снова серенькие. Не сказать, что идеально чистые, но заметно лучше. Стирка в раковине улучшила результат, но лишь самую малость. После земляного теста мопы неоднородно грязные. Основной ужас наблюдается по краям, а в середине сравнительно чисто. Станция как будто справилась с такой задачей. Мопы выглядят обманчиво чистыми, но в раковине с моющим средством удалось намыть еще много грязи. Салфетки прижимаются к полу неравномерно, это подтверждает кетчуп. Края окрасились, а в середине светлые пятна. Самоочистка существенно улучшила вид салфеток, но рыжий окрас остался. После стирки в раковине мопы выглядят получше, но некоторые ворсинки безнадежно окрасились. Возможно, с этим справится стиральная машина, и то не факт. Как для станции без подачи моющего средства, Roborock QRevo обрабатывает салфетки очень качественно. Секрет успеха не только в продолжительной самоочистки, но и в расходе воды. На одно полоскание станция расходует 250 мл, причем как в максимальном, так и в экономном режиме. Благо, вода не в дефиците. Все-таки у нас пока не как в Африке. Я имею в виду климат. А вы о чем подумали? Не пишите об этом в комментариях.
Кстати, такой же глюк с неэкономным режимом экономии есть и у Roborock S7 Max Ultra. А вот у новенького S8 Pro Ultra режимы работают четко. 300 мл в максимальном режиме и 150 в экономии. Упс, кажется, я проспойлерил будущие обзоры. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить их. Возвращаемся к Roborock Q-Revo. Ну так давай уже быстрей. Полоскание происходит в начале уборки и далее с выбранной периодичностью. Еще немного воды станция доливает во встроенный бачок. Если робот будет заезжать на станцию после каждых 10 квадратов, на уборку квартиры 80 квадратов, станция потратит половину резервуара. Дополнительно я проверил сушилку. Работает эффективно. За 2 часа салфетки высыхают полностью. Последнее, что нужно проверить – качество выгрузки мусора. Раньше станции Roborock выгружали через раструб, из-за чего возникали проблемы, особенно у Roborock S7 Plus. Q-Revo – первая модель в линейке с боковой выгрузкой. Повысит ли эта эффективность, сейчас узнаем. Для начала посмотрим, как станция вытянет то, что робот собрал в полевых условиях. Продолжительность выгрузки стандартная – около 30 секунд. Уровень шума сравнительно низкий – до 73 дБ. Как слышите, у станции тоже продумали шумоизоляцию. Ставим лайк и смотрим полисборник. Он абсолютно пустой. Контейнер сравнительно небольшой. Семечки пришлось утрамбовывать, чтобы поместились. Но станцию это не смутило. Результат идеальный. Песок тоже не вызвал затруднений, как будто и не было ничего. А вот с крупными соринками возникли трудности. Смесь крупы станция выгрузила на 80%. Кошачий наполнитель еще хуже, только 65%. Касательно шерсти можно не переживать. Собирает все без остатка. В целом, боковая выгрузка работает надежнее, чем выгрузка через раструб. С часто встречающимися загрязнениями станция справляется на раз-два. Подведем итоги. Roborock Q-Revo. Удачный, хотя и не безупречный эксперимент компании. Навигация такая же, как у Roborock Q8 Max. 3D-датчик нуждается в доработке. Рабочий блок, зарекомендовавший себя на роботах 7 серии, не подвел и в этот раз. Сухая уборка одна из лучших среди all-in-one'ов. Мопы хорошо справляются с легкими загрязнениями, но слабо прижимаются к полу, поэтому тяжело отмывают пятна. Не говоря уже о том, что пылесос не вытирает вдоль стен. Зато самоочистка салфеток у этой модели просто лучшая на рынке. Станция вымывает грязь очень эффективно, даже без моющего средства. И еще один несомненный успех – шумоизоляция. С работающим пылесосом можно спокойно смотреть телевизор. По системе оценки Best Robot Q-Revo набрал 107 баллов и занял почетное 2 место в all-time рейтинге. Dreamy L10S Ultra уступает Roborock в качестве сухой уборки и в эффективности стирки, но превосходит в навигации и в качестве влажной уборки. По совокупности факторов он пока удерживает лидерство со своими 117 баллами. Сравнительную таблицу повешу в телеграм-канале, а на сегодня у меня все. До новых встреч, пока-пока.